Всем привет! Меня зовут Ира, я практикующий бухгалтер, и вы на моем канале «Жизнь бухгалтера в Польше». Сегодня поговорим с вами о том, каких бухгалтеров ищут работодатели. Осознанно не говорю работодатели Польши, так как в этом ролике открою вам то, что узнала за много лет своей работы бухгалтером, главным бухгалтером, как в Украине, так и в Польше. За эти годы я успела поработать во многих фирмах самых разнообразных отраслей. И большинство вещей, о которых я сегодня буду говорить, актуальны в обеих странах, так как боли работодателей и бухгалтеров везде одни и те же. И поэтому, независимо от того, как вы будете работать, на себя или на кого-то, вы всегда будете иметь работу и клиентов. И перед тем, как мы начнем, напомню в очередной раз, что жду от вас благодарности за проделанную работу. Поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поехали! Księgowy в Польше, как и везде, это одна из самых востребованных и перспективных профессий. В каждой фирме по всему миру нужен бухгалтер или бухгалтерские услуги. Несмотря на огромное количество желающих работать бухгалтером, на рынке труда всегда имеется нехватка хороших бухгалтеров. Польша в этом вопросе тоже не исключение. Почему так происходит? И что же такое хороший бухгалтер по мнению работодателя? В начале ролика я упомянула о болях предпринимателя. По моему мнению, чтобы быть востребованным, нужно закрывать боли клиента или работодателя. Поэтому на их примере я покажу вам, какими навыками и качествами должен обладать бухгалтер, чтобы за ним в прямом смысле слова охотились. Первая боль всех фирм – это, конечно же, штрафы. Штрафы за неправильное ведение бухучета, за несвоевременную подачу декларации и за неправильно рассчитанные и не вовремя уплаченные налоги. Работодатель очень не хочет вникать в бухгалтерский учет. С одной стороны, предприниматели не любят возиться с цифрами и с документами. Для них это ад, и они всячески стремятся избежать этой работы. С другой стороны, они очень не хотят платить штрафы. Поэтому все они ищут образованного бухгалтера. Насколько образованного? Это зависит от кошелька работодателя и от должности бухгалтера. Но все они стремятся из резюме, которое присылаешь соискателя, выбрать самого образованного. Для соискателя идеальный вариант – это, конечно же, высшее образование в сфере финансов и бухучета и курс польской бухгалтерии. Причем совсем не обязательно иметь польское высшее образование в сфере финансов и бухучета. Возможно устраиваться на работу и с иностранным экономическим образованием. Кстати, апостиль на иностранный диплом на этой должности никто не требует, и нострификация тоже не нужна. Такое образование – это основа, с которой можно устраиваться как на должность младшего бухгалтера, так и на главного. Если же вы устраиваетесь на младшего бухгалтера, то вам вполне хватит курсов бухучета или диплома полицейской школы на факультете рахунковости. О курсах бухучета у меня есть отдельное видео, и ссылочку на него я оставлю внизу под видео. Насчет курсов бухучета. Я читала, что якобы работодатели предпочитают курсы СКВП, Stowarzyszenie Księgowych в Польше, другим курсам. Я же этого не заметила. На собеседованиях у меня ни разу никто не спросил, ни в какой школе я училась, не смотрели мой сертификат и тем более не спрашивали, какая была у меня оценка за экзамен. Работодателям важен не уровень курсов, а то, что вы после них умеете. И это легко проверить, дав вам задание на собеседование. Обязательно ли идти на курсы бухгалтерские? Нет, не обязательно. Если уже у вас есть высшее бухгалтерское образование из Польши, то вас могут взять на работу и без них. Мало того, некоторые работодатели отправляют учиться на бухгалтерские курсы за свой счет сотрудников, которых заинтересованы. Тем более, что законодательство Польши очень часто меняется, и всем бухгалтерам нужно периодически ходить на такие курсы, чтобы повысить свою квалификацию.
Почему еще работодатели хотят, чтобы их бухгалтер был образованным? А потому, что чем более образованным бухгалтер, тем меньше времени нужно будет на его обучение. А по количеству и качеству дипломов уже на собеседовании можно уже о будущем работнике многое понять. Насколько он самостоятельный, боится ли он сложных заданий, умеет ли искать нужную информацию, каких клиентов ему можно будет поручить и так далее. Можно ли совсем без образования устроиться бухгалтером в Польше? Теоретически, конечно, можно, если вы самоучка, например. Но работодатели охотнее возьмут кого-то с образованием, чем без него, так как ему тогда не придется объяснять азы. В бухгалтерии и без этого всегда есть что объяснять. Часто у меня спрашивают, нужны ли знания стандартов международной отчетности или сертификаты CCA. Если они у вас имеются, то это только плюс. Но специально идти их получать я бы не шла. Польский бухучет максимально приближен к международным стандартам. Теоретические основы международных стандартов финансовой отчетности часто идут отдельным предметом на факультете финансы и бухучет в университете. Так, например, это было у меня. Сейчас также многие университеты дают возможность своим студентам во время обучения сдавать экзамены на сертификат ACCA. Такая возможность была и у меня. Это было нововведение в 2022 году в нашем университете, и преподаватели помогали сдавать экзамены на этот сертификат ACCA тем, кто хотел. Второй важный навык, который хотят видеть работодатели у бухгалтера, чтобы обезопасить себя от штрафов, это, конечно же, опыт. Как и с образованием, опыта много не бывает. Чем его больше, тем меньше потребуется времени на обучение сотрудника и тем меньше вероятность допустить ошибку. На должность младшего бухгалтера работодатели часто берут студентов с минимальным опытом работы год или без опыта. И больше обращают внимание на их желание учиться и работать, чем на их образование и опыт. На должность бухгалтера требуется минимально год, а лучше 3 года работы в польской бухгалтерии. И желательно без больших промежутков в работе, так как законодательство в Польше, к сожалению, очень часто меняется, и бухгалтер быстро теряет свою квалификацию. Опыт работы вне Польши бухгалтером обычно не имеет такого большого значения, так как бухгалтерский учет Польши очень сильно отличается от бухгалтерского учета стран вне Евросоюза. Единственное, что работодатели сейчас охотнее берут бухгалтеров из Украины, так как видят их сильную финансовую заинтересованность и большое желание учиться. Главным бухгалтерам из Украины быстрее, чем другим, дают более сложных клиентов или самостоятельно вести клиентов, при наличии, конечно же, соответствующего образования, так как они быстрее учатся, видят картинку целиком и понимают всю возложенную на них ответственность. Теперь поговорим о второй боли всех компаний. Это о цене бухгалтера или цене бухгалтерских услуг. Работодатели всего мира постоянно балансируют между желанием сэкономить на бухгалтере и желанием найти и удержать хорошего бухгалтера. Поэтому более востребованы бухгалтера, которые уже знают какие-то программы. Желательно, чтобы это были программы, которыми пользуются на предприятии, чтобы сэкономить на обучении бухгалтера. Почему желательно? А потому что в Польше огромное количество бухгалтерских программ. Не так, как в странах бывшего СНГ. Одна 1С и очень редко САП. Вероятность того, что бухгалтер будет знать именно вашу программу, небольшая. Но чем более опытный бухгалтер, тем большее количество программ он знает. Хотя опытный бухгалтер стоит дороже.
О том, какими программами и почему пользуются компании в Польше, я сниму отдельное видео. А пока хочу отметить, что бухгалтерам не стоит гнаться сразу за изучением большого количества программ. Достаточно для начала выучить какую-то одну, самую распространенную, например, Optima, Symfony или Innova, например. И работодатель будет понимать, что вы уже знаете какие-то программы, значит, можете обучаться и выучите его программу. А знание программ выделит вас на рынке труда среди тех, кто их не знает. Еще один критерий, который очень важен для работодателя, и он обращает на них внимание, желая снизить стоимость бухгалтера для себя, это, конечно же, ваши запросы по заработной плате, а именно их адекватность. Если вы новичок на рынке труда Польши в сфере бухгалтерии, то настоятельно рекомендую вам ознакомиться с сайтами поиска работы и промониторить их на предмет стоимости бухгалтера и количества и качества выполняемых обязанностей на ту должность, на которую вы претендуете. Это позволит вам не продешевить или наоборот, не сидеть без работы, высылая свое резюме со слишком большим уровнем заработной платы на определенный вид работы. Развивайте свою насмотренность, но в то же время и адекватно оценивайте свои навыки и знания. Чем больше у вас будет тех навыков и умений, о которых я сегодня рассказываю, тем увереннее высылайте свое резюме на вакансии с более высокой зарплатой. Сотрудники, которые много знают и умеют, всегда ценятся. И за такими сотрудниками часто охотятся HR. Причем охотятся, это я говорю в прямом смысле слова. Они мониторят такие сайты, как, например, LinkedIn. Как еще работодатель хочет сэкономить на цене бухгалтерских услуг? Это, например, взяв бухгалтера со знанием языков. Само собой разумеется, что бухгалтер должен знать польский язык. Это даже не пишут в объявлениях. На каком уровне, это уже другой вопрос. Он зависит от большого количества факторов. Нужно ли будет общаться с клиентами или налоговыми службами, либо нужно будет вносить информацию в компьютер, считать налоги, подавать отчетность. Также в крупных компаниях международных или в русскоязычных бюрах рахунковых, возможно, вам будет достаточно уровня польского языка А2, Б1. Многие бюро рахунковые при прочих равных навыках охотнее берут сотрудников, которые знают большее количество языков. Причем все чаще можно увидеть в объявлении требования о знании русского или украинского языка. В связи с миграцией, вызванной войной, все больше фирм открывается в Польше, и они ищут таких бухгалтеров. Знание английского языка – частое требование работодателей, хотя бы на коммуникативном уровне, так как Польша – это страна Евросоюза, и она активно торгует с другими странами Евросоюза. В международных компаниях работает очень много сотрудников разных национальностей, а отчетность подается учредителям на английском языке. Поэтому без знания английского языка тяжелее найти работу и вакансии менее оплачиваемые. А со свободным английским и со вторым иностранным можно зарабатывать даже в 2-3 раза больше бухгалтеров, которые выполняют ту же самую работу. И третья боль, которая есть у каждого работодателя или предпринимателя, это минимизация проблем. Сейчас я вам расскажу, какие должны быть качества у вашего бухгалтера, чтобы максимально снизить риск возникновения проблем. Наличие определенных качеств у бухгалтера поможет вам предугадать, как долго у вас будет работать этот бухгалтер, как много будет ошибаться и как сильно будет стараться на работе. Работодатели ищут у соискателей такие качества, типичные для бухгалтеров, как аналитическое мышление, самоорганизованность, скрупулентность, многозадачность, стрессоустойчивость и способность работать под давлением дедлайнов.
Наличие этих навыков в резюме сотрудника позволит вам избежать быстрого увольнения человека, который на самом деле был не готов к большому количеству работы, стрессам и строгим дедлайнам в работе. Аналитическое мышление и самоорганизованность позволят вам сэкономить на обучении и контроле сотрудников, а скрупулентность и внимательность позволят вам избежать большого количества ошибок и звонков от проверяющих органов. И совет бухгалтерам. Учитывайте свои личные качества, когда высылаете резюме на какую-то вакансию. Без многозадачности, стрессоустойчивости и коммуникабельности, например, вам нечего делать в бюро Рахунковой. Идите лучше в бухгалтерию на какой-то узкий участок, там вам будет поспокойнее, но работа там бывает однообразная. Еще есть два качества, которые работодатели хотят видеть в своем бухгалтере. Это порядочность и честность. Эти качества тщательно прощупываются на собеседовании и во время испытательного срока. Так как такая работа связана с высокой посвященностью в финансы компании, и никому не хочется, чтобы информация попала в чужие руки. В некоторых компаниях, особенно крупных международных, сотрудники при трудоустройстве подписывают тонны бумажек и прослушивают специальные лекции по поводу хранения документов и работы с данными. В зависимости от уровня должности и доли доступной вам информации существует много способов проверить вас на порядочность. У меня, например, был случай, когда я устраивалась на работу финансовым контролером в крупную торговую компанию, и мне пришлось даже пройти полиграф и собеседование с их службой безопасности в Киеве. Жалко только, что такую проверку прошла только я, так как финансовый директор этой компании уверяла меня, что бухгалтерский и управленческий учет находится в очень хорошем состоянии, что оказалось, мягко говоря, неправдой, и мне пришлось через 3 месяца уволиться, чтобы не сойти с ума или не начать принимать какие-то наркотические средства. Это я к тому, что если вы работодатель и ищете себе порядочного бухгалтера, то будьте так любезны и тоже будьте порядочным работодателем. Так как если бухгалтер опытный, то он без труда по вашему поведению очень быстро разберется, что к чему, и просто уволится. О том, какие бывают непорядочные работодатели и бухгалтера, я сниму для вас отдельное видео. Примеров за мои годы работы в Украине и Польше накопилось немало. Думаю, хватит на целое видео. Если вам будет такой ролик интересный, то пишите в комментариях, и я обязательно сниму такой ролик. Еще одно качество, которое позволит избежать проблем в коллективе, это коммуникабельность бухгалтера. Бухгалтер – это человек, который постоянно коммуницирует со всеми. С работодателем, с коллегами, с поставщиками, с банками, с учредителями, с налоговыми органами и так далее. Поэтому если он имеет скверный характер и с трудом идет на контакт, то это повод встревожиться. Четвертая боль, о которой я хотела бы вам рассказать, это экспертность бухгалтера. Вы никогда не останетесь без работы, будете выгодно отличаться от других бухгалтеров на рынке и сможете просить оплату выше рыночной, если станете таким экспертом, который сможет заменить любого бухгалтера, а вас смогут заменить единицы. У предпринимателя постоянно рождаются какие-то бизнес-идеи, и бухгалтер и эксперт, ориентирующийся в налогообложении как рыба в воде, сможет ему просчитать, сколько эта идея обойдется в налоговом плане, сможет оценить, выбрать самый эффективный вариант и спрогнозировать налоговые риски. В Украине это делают бухгалтера, а в Польше этим занимаются налоговые консультанты. Поэтому большинство бухгалтеров в Польше для предпринимателей стран бывшего СНГ плохие. Поработав у работодателей в Украине,
Первое, что я сделала, когда переехала в Польшу, это пошла учиться в университет на налогового консультанта. Плюс, по примеру Украины, я считала, что мой возраст в Польше это закат уже карьеры, и хотелось как-то выгоднее отличаться на рынке от молодых бухгалтеров, поэтому я думала, что мое образование в сфере налогов в Польше мне очень сильно пригодится, когда я буду устраиваться на работу. Так и получилось. Теперь я востребованный бухгалтер в Польше во всех смыслах. Могу соптимизировать систему налогообложения и выбрать самый эффективный вариант. Плюс за годы своей работы в Украине и 3 года работы в Польше побывала бухгалтером самых разнообразных отраслей. Была бухгалтером на строительстве, на производстве, в торговле, оптовой, розничной, услугах. Была бухгалтером детского садика, больницы и спільноти мешканьовой. Это очень помогало мне при устройстве на работу, так как я знаю специфику бухгалтерского учета многих фирм, это очень помогало мне на собеседовании. Так что с желающим взять меня на работу никогда проблем не было, наоборот, я выбирала идти к ним на работу или нет. Сейчас же мне это помогает в работе с клиентами. Я могу адекватно оценить, сколько примерно понадобится сил на ведение этого предприятия и сколько это будет стоить. Хочу также заметить, что экспертный бухгалтер – это бухгалтер, который постоянно повышает свою квалификацию, расширяет границы своих профессиональных навыков и следит за изменением законодательства. А может это делать только тот бухгалтер, который любит свою профессию, получает удовольствие от учебы и усовершенствования себя. И далеко не каждый бухгалтер готов тратить свое драгоценное время, силы и деньги на то, чтобы учиться. Многие бухгалтера хотят оценивать уже то, что произошло, и не хотят смотреть в будущее, планировать, оптимизировать и снижать налоговые риски. Мои лично мотиваторы на повышение квалификации – это то, что профессионалы меньше ошибаются. Ненавижу ошибаться, у меня синдром отличницы, и я либо делаю хорошо, либо делаю никак. Еще меня мотивирует то, что растут мои доходы, то, что ценят мои знания, и я люблю экономить деньги фирмы, оптимизируя налогообложение. Еще одно качество, которое я открыла в себе, когда работала главным бухгалтером в Украине, и мне приходилось много общаться с учредителями и директорами, это умение общаться с ними на простом, понятном языке. И это умение очень сильно помогает мне сейчас, когда я пишу сценарии для ваших видео. В самом начале видео я вам сказала, что на рынке постоянно существует нехватка хороших бухгалтеров, а хорошие бухгалтера – это те, у которых есть все перечисленные мною пункты. Понятно, что одному человеку сложно иметь в себе все эти пункты, но я о них вам рассказала, чтобы вы при желании могли к ним стремиться, усовершенствуя себя как бухгалтера. А еще это такая инструкция для работодателей, чтобы они могли с помощью моих подсказок искать себе хорошего бухгалтера. Хочу еще сказать вам очень важную, на мой взгляд, вещь. Мало иметь опыт, образование, знать программы, языки. Для работодателя самое главное, это чтобы у бухгалтера было желание работать, учиться и развиваться. Таких бухгалтеров разбирают в первую очередь. Надеюсь, я не зря уделила вам свои 2 выходных, и это видео получилось интересным. Если да, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А следующее мое будет видео о том, как стать младшим бухгалтером в Польше. Всем пока!